Всем привет! Вы на канале корпорация Зеленая Планета. И сегодня я постараюсь сделать максимально подробный обзор о первом ТО тракторе, так называемом ТО-0, после обкатки. Итак, для этого нам понадобится. Естественно, масла. 30 литров трансмиссионного, 10 литров моторного. Всевозможные емкости для отработанного масла, солярка чистая для промывки фильтра, всевозможные инструменты, 2 фильтра, один масляный, один топливный. Фильтра стоят, конечно, космос. Я удивился, почему они такие дорогие. Но подбирать вам их я не советую. Их можно подобрать. Но дело в том, что у трактора своя особенность. У каждой техники, то есть определенное давление. Тут стоит клапан. Вот. И может где-то не додавливать или наоборот передавливать. Поэтому советую, конечно, покупать оригинал или хотя бы аналог. Вот. Да, подобрать можно, я не спорю. Можно, как бы, фильтров таких хватает на рынке, они стоят будут в разы дешевле. Но это может быть чревато, потому что, повторюсь, либо давление будет передавливать, выдавливать, либо наоборот не додавливать. Тут же для каждой техники свое давление в фильтре. Ну вот как-то так. Вот, естественно, нам надо инструкция, куда ж без нее. Корпорация Шифен. Руководство по эксплуатации колесных тракторов. Вот, всевозможные инструменты. Естественно, сам трактор. Вот, перед началом замены, следуя инструкции, рекомендуется прогреть трактор до рабочей температуры, чтобы все масла, все жидкости были горячими. Вот, и для этого начнем. Что ж, заводим трактор. Трактор завелся с полоборота. Все отлично, все хорошо. Ждем, пока прогреется. Итак, трактор прогрели, поездили на нем. Немножко прогрели коробку, двигатель. В общем, чтобы все жидкости были горячими. Итак, начинаем замену следуя инструкции. Начинаем замену. Слейте горячее масло со всех поддонов шасси. Затем добавьте немного дизельного топлива. Поднимите одно из задних колес. На счет полноприводного трактора также следует поднять одно переднее колесо на такой же стороне. Запустите двигатель. Дайте трактору поработать 2 минуты на передаче 1 на пониженных оборотах. В то же время неоднократно поднимайте и опускайте гидравлическую навесную систему. Потом остановите двигатель, слейте отработанное масло, залейте свежее масло. И вот тут я немножко не подготовился. У меня, к сожалению, нет домкрата такого, чтобы поднять трактор одну сторону. Поэтому, к сожалению, первую замену я буду делать немножко не по инструкции. Хотя я считаю, раз написано в инструкции, производитель написал не просто так, надо следовать инструкции. Но так как у меня нагрузки на трактор небольшие,
я не пашу тяжелые земли. Мне в основном будет работать опрыскиватель. Поэтому, я думаю, первую замену я сделаю немножко не по инструкции. Хотя, можно было подождать, конечно, купить домкрат. Но, к сожалению, у меня поджимает время. Мне надо производить обработку участка. Поэтому мне надо вешать уже опрыскиватель. Вот, поэтому я первую замену, к сожалению, произведу немножко не по инструкции. Хотя все буду делать правильно. Итак, чтобы слить масло с трансмиссии, надо открутить сзади вот этот вот болт. Все удобно, все доступно, все понятно. Сейчас возьмем какую-нибудь емкость, подставим и будем откручивать. Итак, головкой на 17 ставим трещоточку и откручиваем. Так, сорвали болт сливной, начинаем откручивать. Работаю без перчаток, мне так удобней. Так, аккуратненько, аккуратненько, оба полилось. Ну, такое трансмиссионное, чистенькое масло льется. Желтенькое. Ну, хотя 2 часов обкатки. Тут как бы без нагрузки, без особой. Тут, я думаю, оно и не должно быть черное. Хотя посмотрим, какой будет в двигателе. Так, сейчас сливаем пока. Сливаю сначала в маленькую емкость, потом переливаю 20-литровую. Так же лучше сделать. Ладно, будем так. В принципе, такое масло, не сказал бы, что грязное. Вроде никаких осадков не наблюдаю. Вот что-то внизу там. Ну, это может в канистре. Да, грязь. Так, я залил солярку. Немножко разлил. Так. Закручиваем щуп на место сапуном. И заводим трактор. Согласно инструкции, надо было на первой передаче на малых оборотах при поднятом заднем и переднем колесе дать поработать. При этом опуская и поднимая навеску. То есть, чтобы все хорошенько промылось. Так, вот я опускаю. Вот навеска опускается, поднимается. И так надо сделать несколько раз. Вот она пошла вниз, все хорошо вымывается. Поднимаем обратно. Итак, соляркой промыли.
навеску туда-сюда подымали. Откручиваем, смотрим, что у нас будет тут литься. Вот солярка еще с остатками, уже жиденькая, вообще жидкая льется. Видно, что солярка. Вот. Ну и остатки масла трансмиссионного. Итак, отработанного масла трансмиссионного с коробки у нас получилось 24 литра. Плюс я еще промывал соляркой. Вот такая вот полная канистра под завязку. Она 20 литров вот так. Как раз вот тут вот 24 литра примерно получилось. Так, после того, как слили масло и промыли, закручиваем сливной болт. Итак, после того, как закрутили сливной болт, ставим воронку, заливное отверстие, берем трансмиссионное масло. У меня вот такое универсальное 80В90. Вот. Сохраняет эффективность при температурах от минус 30 до плюс 35. Вот. Берем, заливаем. Аккуратненько. Обратите, пожалуйста, внимание, было залито, наверное, на заводе, с завода. Такое оно белое, светлое, это уже немножко другого цвета. Вот. 10 литров смело льем, 20 смело льем, потом заливаем, смотрим по щупу. 24 литра. Здесь даже, наверное, 26, по-моему, по мануалу. Смело заходит. До конца чуть-чуть не доливаю. Там может какой-то осадок, мало ли. А в воронке у меня сеточки нету. Лучше там пару грамм оставить. Так, третья канистра. Зальем на глаз еще пока там литра. Вот, думаю, пока хватит. Сейчас заведем двигатель, немножко разгоним масло по системе, потом дольем. Вот завел двигатель, чтобы разогнать масло по системе. Навеска. Так, работает. Сейчас опустим до конца. Вот, поднимаем. Все. Навеска работает, поднимается. Так, сейчас заглушим двигатель. И посмотрим. Немножко сейчас отстоится. По щупу посмотрим, сколько надо долить. Так, масло отстоялось. Берем, смотрим, что у нас показывает щуп. Итак, смотрим. Так. И вот, не знаю, видно вам, не видно. Вот вторая рысочка, такая вот деление, показывает норму, то есть по максимуму, до максимума.
И получилось у меня 22 литра сюда. Но я думаю, сейчас надо еще немножко погонять по системе. Может, до конца не разошлось. Вот, все-таки это на холостом ходу я запускал. Вот, но гидравлика уже работает. Но я думаю, на малых оборотах пару кружков сделать, чтобы разошлось полностью по системе. Вот. Итак, коробку пока оставим в покое. С коробкой вроде все понятно. Так, переходим дальше к переднему мосту. Так, передний мост у нас вот тут вот сливная пробка, она под звездочку, под ключ. Сейчас будем откручивать. Хотя я уже сорвал, в принципе. Сейчас подставим емкость. Так, с емкостью неудобно откручивать. Высокая очень. Вот тут уже в мосту уже немножко потемнее такое масло, чем в коробке было. Видите? Уже почему-то оно, но чуть темнее. Вот, ну, пусть сливается пока. Посмотрим дальше. Так, с переднего моста намного грязнее масло, видите, оно такое аж прям черное, чем с коробки. Еще чуть-чуть есть, пусть сливается. Не знаю, с чем это связано. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Нагрузку на мост я не давал. Все согласно инструкции. На 4-й повышенной по дороге. Ну и рулем влево-вправо при обкатке. Но тут заметно чернее масло, чем в коробке. Но вот так получилось где-то тут. Что-то очень его подозрительно мало как-то. Даже литра, наверное, нету. Подозрительно мало. Ну ладно. Переходим к заливному отверстию. Здесь вот есть такой сапун на 19. Я уже сорвал. Здесь ржавый какой-то. Странно. Да. Что-то мне не очень нравится. Ну ладно. Ладно. Так. Дальше. У меня нету такой тоненькой воронки с тонким носиком. Поэтому я нашел вот такую вот канистру. У меня было мотоциклетное масло. Главное потом не перепутать. Не залить в мотоцикл трансмиссионку. Надо как-то отдельно поставить. Вот, и сейчас буду потихонечку заливать через сапун, через вот это вот отверстие. Буду заливать масло. Но очень мало. Слил, даже литра, наверное, нету. Как-то я сразу... Хотя тут и щупа нету, тут не поймешь ведь, сколько этого масла есть, сколько нету. Так, ну ладно. Льем аккуратненько.
Думаю залить литра 2. Еще уточню в сервисном центре. Они мне говорили, я немножко подзабыл, если честно. По-моему, 2 литра сюда входит. Если что, лишнее выдавит через сапун. Я думаю, пока достаточно. Позвоню в сервисный центр, уточню сколько. Так, масло залил 2 литра. Шинечка. Да. Ну, сапун, видите, какой он ржавый почему-то. Меня это немножко напрягает. Ну, ладно. Ставим на место. Ключ на 19. Затягиваем. Переходим к следующему этапу. Двигатель. Так, ну пока я менял масла в коробке и в мосту переднем, двигатель уже немножко остыл, поэтому я принял решение запустить его и опять немножко нагреть. На этом первую часть буду заканчивать. В следующей части будем менять уже непосредственно масло в двигателе. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Любите друг друга, уважайте друг друга. Мира всем, добра, любви. Да пребудет с нами сила земли.